Я приветствую вас, представители знака зодиака Водолей. Таро-прогноз, что прояснится, какая правда откроется и что будет дальше, к чему все идет. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, ближайшие события. Таро на неделю с 31 марта по 6 апреля. Давайте узнаем события ближайшего будущего. И первые – это карты пасьянса. Что они нам подскажут для вашего знака зодиака? И, конечно, останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас, мои дорогие. Но, надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И мы не выносим вердиктов. Мы вместе с вами размышляем, предполагаем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий, коль уж нам с вами довелось проживать в эпоху перемен. А жизнь не бывает полностью предсказуема. Итак, события ближайших дней. Не такой большой срок, неделя, но все же. С чем же, с какими событиями это может быть связано? Ближайшие события для водолеев. Смотрим сразу. Благополучие. Поэтому такое доброе начало. Есть возможности. Всегда благополучие – это возможности. Ну и где-то все идет своим чередом. Может быть, это тот базис, от которого вы можете оттолкнуться, или можете что-то как раз на этой неделе и прояснить, и чувствовать при этом себя достаточно уверенно. Еще вам выпадает сердце, и сердце – это любовь, безусловно, личная жизнь. Может быть, это у кого-то связано с тем, что познакомиться можете, или к вашей персоне кто-то будет проявлять знаки внимания. Может быть, говорить комплименты, хорошее настроение, вот что-то такое может быть. Давайте смотрим дальше. О чем нам расскажут еще карты пасьянса. Нет много значений, поэтому могу предположить, что для кого-то из вас, просто для большинства, надеюсь, спокойное течение жизни. По крайней мере, с этого начался наш пасьянс, уже как бы приоткрывая завесу того, что период достаточно для вас уверенный, приятные какие-то эмоции. И плюс, опять же, продолжает любовную тему, кот – это флирт или хорошее настроение. И все то, что я уже сказала. По сердцу. Правда, смотрите, личная жизнь может быть в центре внимания. Может быть, это вы кого-то будете добиваться, а кто-то добивается и вас тоже. Лебедь, верность, искренность, доверие, мои дорогие. Это здорово. Любовь, опять же, как по судьбе. Ух ты, что-то тут у вас такое интересное может быть. Крест – это как судьбоносный какой-то момент или отношения, мы говорим, кармические. Может быть, и есть эти отношения, о которых вы прежде всерьез не думали. А тут человек может раскрыться с каких-то новых положительных качеств. И еще и более того, добрые перемены, всегда часы – это добрые перемены. И еще и при этом деньги, мои дорогие водолеи. Но оптимистом точно быть стоит на этой неделе. И несмотря, может быть, на какой-то информационный хаос, что может нам давать еще где-то, и также неопределенность или какие-то задержки, паузы, то, что у нас продолжается по ретро Меркурию вот эту неделю до 7 апреля, но и тем не менее в нашу жизнь могут и вернуться люди. Может быть, это уже произошло, или о себе напомнит какой-то человек, и, может быть, какие-то истории любви, или, по крайней мере, все зависит от того, хотите вы этого или нет. Но для кого-то это будет актуально, и какая-то история любви вполне вероятно может вспыхнуть с новой силой. Ретро-Венера, она нам дает или возвращает те вопросы, которые, ну, тоже, возможно, были нам по судьбе когда-то, но по превратностям, опять же, судьбы у нас что-то не получилось, не срослось. И здесь люди появляются в нашей жизни для того, чтобы и мы какой-то гештальт закрыли. И вы можете также тоже что-то инициировать и при этом, кстати, сомневаться. Вот этот месяц – это внутреннее состояние неопределенности, сомнения. Это не переложишь на какую-то конкретику жизненную, отнюдь нет. Это может нам мешать видеть объективно реальность. Ну, поэтому будьте реалистами и где-то не
создайте для себя какую-то ненужную глубокую философию. Тут все будет стоять у причала каждого дня, поэтому сама судьба перед вами пытается раскрыть какие-то новые перспективы. И я должна сказать, когда крест выпадает, я не вижу, кстати, какого-то пустого ожидания все же, потому что не совпало еще одно значение, которое в совокупности может говорить, поэтому у вас тут что-то продвигается, и, по сути дела, вы на пороге вот этих добрых перемен. Может быть, вы решаете какой-то денежный вопрос, но есть у вас, самое главное, поддержка по аркану лебедь, это и плюс еще и благополучие. Тут вы можете решить даже ряд вопросов, которые, ну, назовем их жизнеутверждающими, расставить все по местам. И пока я с вами говорю, смотрю, что у вас еще совпало. У вас совпадает, мои дорогие, костер, средний ряд. Мы можем складывать верхние и нижние ряды по горизонтали, по вертикали, боковые тоже. И очаг – это домашний очаг. Имеется в виду буквально стены, жилища, или куда вы собираетесь переезжать. Может быть, вы ищете информацию и планируете что-то. Или буквально там, где вы находитесь теперь, вы можете, ну, дома порядок наводить, может быть, какой-то мелкий ремонт, делать жилье более комфортным. Или вопросы с вашими домочадцами, с вашими любимыми. Сам по себе очень приятный период. И не вижу, что тут у вас еще бы совпало. Поэтому мы с вами идем дальше и дополним Таро. И первая карта. Что же прояснится? Какая правда откроется? Возможно, информация. С какой сферой жизни это будет связано? Может быть, вы сами инициируете, хотите найти какое-то, ну, такое вразумительное объяснение по конкретной ситуации. Одним словом, что прояснится. И давайте сразу достанем вторую карту, что будет дальше, вот с этим прояснением, к чему это все идет. Следующая карта – неожиданности, неожиданные события, добрые события. То, что вас обрадует, что вас приятно удивит, что вам помогает. Сфера достижений, работы и денег, сфера личной жизни и любви. Так что же прояснится для вас, мои дорогие водолеи? Ух ты, это карта интуиции, верховная жрица. Здесь может проясниться какой-то пункт вашей жизни, когда вы это предполагали. И вы можете на этой неделе сказать самому себе или самой себе, вот надо же, а ведь я и знал или знала, что именно к этому все шло. Именно так вот это и закончится. Здесь, правда, какая-то тайна. Тут, кстати, может проясниться какой-то вопрос, о котором вы никому не говорите. Это ваша какая-то задумка, о которой не знает никто. И очень правильно. И сохраняйте такие же позиции. Потому что то, что скрыто, то, что вы считаете, пока не нужно обнародовать. Карта говорит, и обнародовать не нужно. Это было бы неправильно, преждевременно, и это бы нарушило твою, ну, где-то независимость и самодостаточность. Здесь всегда есть еще и, может быть, для вас какая-то тайна, когда вы допускаете, что вас кто-то может обманывать. Или когда у вас тень, как на плетень, да, нарочито какую-то ложную информацию вам приносить. Здесь может быть сама по себе, вот как по ретро-меркурию, вот этот информационный хаос, когда нужно перепроверять, просто нужно в эту неделю, потому что мы будем слышать многое, но не вся информация достоверна. И у нас всегда между двух колонн изображается верховная жрица. Так вот, светлая колонна – это то, что нам транслируют, а темная – это то, что есть на самом деле. Но кто-то, возможно, хочет скрыть. Поэтому тут что-то может и, как правда, открыться вполне вероятно. Или вы сами, наоборот, не хотите, чтобы что-то открылось. Давайте посмотрим, с какой сферой жизни это связано. А потому что вы продумываете планы на будущее. Это будет связано с вашим будущим. Вы сами можете что-то, даже, допустим, как отношения в личной жизни с вашим партнером, любимым человеком, вы никому не говорите, что вы вместе планируете делать. И опять же, делаете правильно. Потому что принцесса Пентаклей – это наш далекий путь. Причем на дистанцию 10-20 лет. Как я что буду продолжать? Вот такие вы можете себе вопросы задавать. И подобную как раз искать информацию. Как я буду действовать? Чем я буду располагать? Вы можете детализировать какой-то процесс, который вы хотите осуществить, причем на далекий период времени.
И молчание вам буквально помогает. Слушайте свою интуицию. Вам она дает, опять же, правильные подсказки. Мне интересно узнать сразу. Так что же будет дальше? К чему все идет? Всегда двойка жезлов в этой колоде. Это, как знаете, особенно в этой колоде. Если двойка жезлов — это чаще какое-то ожидание, то здесь это 5 минут до старта. Потому что человек нам показан, он закрыл, кстати, глаза, я надеюсь, это видно хорошо по карте, и он уже себя предвкушает на другом берегу. Вот к чему все идет. Вы куда-то намереваетесь. Может быть, кто-то конкретно из вас, переезд, поездка, работа, связанная с командировками, осуществление работы, например, на дому и из любой точки мира. У нас корабли, а корабль — это один из символов Меркурия. Вы буквально можете собирать какую-то информацию и ее постоянно анализировать на этой неделе. Вам нужно разобраться с какой-то конкретикой. Практика. Принцесса Пентакли — это всегда практика. Или то, что есть в реальной жизни. И здесь может быть еще некоторый сумбур. А вам нужно знать наверняка. И перед тем, как куда-то отправиться. Сбор информации, аналитика. Но тем не менее. Что будет дальше? Вы собираетесь чего-то достичь. И вполне вероятно, это тот путь, который не за пару дней. И даже, я бы сказала, не за пару месяцев. Поэтому мы все пока сохраняем. И все возможности. Или какие-то очень важные контакты. Может быть, и контакты. Или дела, которые вы планируете буквально с вашим партнером по бизнесу или с вашим партнером по браку. Я такое тоже могу предположить. Или просто с вашим партнером, другом, да, вы что-то планируете наперед. И вы сами где-то не рассказываете об этом много. И для себя поэтапно просчитываете, как я буду поступать. Или вы приходите к выводу, что есть какие-то партнерские отношения, которые точно стоит продолжать. Но тут не совсем про любовь. Жезлы — это дела, работа, бизнес. Давайте достану дополнительную карту. Нечего добавить, карта силы. Правда, по карте силы мы всегда должны хорошенько продумать, куда мы будем эту силу прикладывать. И, мои дорогие девочки, есть то лицо в вашем окружении. Может быть, это ваш любимый человек или ваш партнер по браку, может быть, и новый знакомый. Мы все разные. Но есть та персона, которая по аркану сила может вам оказывать знаки внимания. Почему? Потому что вы обладаете магнетизмом. С вами хочется проводить больше времени. Вас хочется узнать поближе. Вы действительно, ну, где-то как магнит. Вы обращаете на себя внимание. Внимание или знаки внимания с противоположного пола от мужчин к вам могут таки и поступать. Мои дорогие мужчины, это в вашей жизни может быть важная женщина, с которой вам хочется продолжать контакты, продолжать сотрудничество или узнать ее поближе. Но для всех, для каждого из вас мы должны быть дипломатами, наверное, в первую очередь. Почему? Прообраз льва — это наше эго, которое будет рваться наружу. Хочется, может быть, всего и сразу. Или как можно больше и быстрее. А все-таки нет. Причесывать это эго нам приходится и держать баланс. И тогда нам удается еще больше. Ведь вот подчиняется еще лев, и это говорит о чем? Люди, с которыми вы контактируете, они тоже где-то в таких энергиях могут быть. И лев подчиняется, потому что он не чувствует агрессии от нашей прекрасной девы. Поэтому и карта баланса. И у нас вверху лимниската, это как знак мага, перевернутая восьмерка. Для вас нет ничего невозможного. Поэтому мечтайте, думайте на высокое. Наверное, как по теории вероятности Эйнштейна. Чем больше намечтаю и продумываю какие-то действия, тем больше я смогу реализовать. Вот какая-то такая концепция у вас будет работать. И буквально ваша продуманность, ваша где-то скромность, мои дорогие водолеи, не без этого. Верховная жрица, она всегда как бы в полутени, она не выходит на авансцену, ей это не нужно. Она предпочитает управлять мягко, незаметно. И вот такие энергии вам очень помогают, причем на далекий период времени. Хорошо, неожиданные события. Но вот самое главное, как вот это Луна, месяц, да, в картах пасьянса, восьмерка мечей, это карта искаженного восприятия. Поэтому в неожиданных
моментах их нет, этих неожиданностей, но вы сами себе можете устроить глубокую философию, и вроде бы у вас все складывается неплохо, а вы можете надумать или додумать совсем не в том контексте, не в том ключе. Поэтому не анализируйте что-то слишком, не имеет это значения. Я говорила, все стоит у причала каждого дня. Открыть глаза нам и карта приглашает, потому что вот та картина, которую изобразил художник, ее в реальности нет. Ее видит девушка, а девушка имеет повязку на глазах. Она смотрит словно вглубь себя, и ей кажется: мне холодно, мне одиноко, меня что-то сковывает, ограничивает. Я не защищена и уязвима. Переложите это, не по полу мы карту рассматриваем, это одинаково ко всем относится. Поэтому есть какой-то пункт в вашей жизни, в котором вы можете чувствовать неуверенность. А нам говорят, а реальность-то другая. Открой глаза. Поэтому нет как таковых неожиданностей. Вы сами их себе не должны создать буквально. Добрые события. Обязательно нужно уделить внимание отдыху. Не загоняйте себя в угол, правда. Уставшие люди делают ошибки. И, кстати, вот это искаженное восприятие, оно у нас и бывает, когда мы устали. Э, И четверка мечей– это когда мы складываем оружие, и вам буквально это помогает. Когда мы приводим мысли в порядок, это тоже вам помогает. Избавляемся от негативных мыслей, кстати, вот от того негатива или от каких-то наших сомнений совершенно не нужно. Ведь это мечи, это очень рациональная карта. Мы тут что-то можем передумать, мы можем обдумывать какие-то позиции свои, и мы об этом с вами уже поговорили. А еще эта карта, когда мы никуда не торопимся. Время играет на вас. Тут именно время вам еще помогает. Поэтому, правда, не тормошите себя, не подгоняйте. По крайней мере, в эту неделю, мои дорогие водолеи, позвольте пространству, Вселенной, ну, может быть, какое-то дело перед вами раскрыть в полноте событий. Или позвольте получить себе в полноте какую-то информацию. Тут есть какой-то пункт в вашей жизни, когда уделить внимание самому себе. Это будет лучше, нежели подгонять себя и пришпоривать. Примите вот этот факт. Мы можем такие энергии, кстати, чувствовать, потому что с 27 марта Лилит или Черная Луна, она в Скорпионе, и этот период продлится до конца года, до 20 декабря. Чтобы не останавливаться подробно, перейдите на мой сайт, я оставлю ссылку в описании под видео. Вот, прочитайте, как подобные энергии могут проигрываться в вашей жизни, как это может оказывать на вас влияние, астрологический аспект. Сфера ваших достижений. Но вот правда, чего-то мы не рвем, не ломаем, не крушим. Как и двойка жезлов. Вот тоже ведь некоторая пауза. Но это не та пауза, которую мы просто ничего не делаем, а вот что-то банально ждем. Нет, тут такое более разумное. Может быть продолжение, как и каких-то отношений, может быть и продолжение работы, да, потому что нам нашу силу нужно сохранить. Или из этого благополучия отстроить свой совершенно новый уклад, порядок, адаптироваться к тому, что происходит. И после этого вы уже будете организовывать совершенно в какой-то новой концепции. Двойка пентаклей. И еще нам, тем не менее, говорит: дела, работа, бизнес. Мы что-то продолжаем. Кстати, когда двойка пентаклей выпадает, будьте аккуратны с деньгами. Нам как будто не деньги важны на этой неделе. Хотя у вас деньги, вы тем не менее получаете. Деньги есть, деньги будут. Но с учетом еще и Верховная Жрица, мы не торопимся их тратить. И сохраняем буквально заначку, мои дорогие. Здесь какая-то еще и денежная ситуация, которой, возможно, кто-то не должен знать, или, по крайней мере, о той сумме, которой вы располагаете. И, может быть, для того, чтобы осуществить какой-то проект, дела, работа, бизнес, ваше творчество или ваши достижения, будьте готовы легки на подъем. Карта нам говорит: пробуй, пока не получится или не надоест. Поэтому пробовать или через опыт мы получаем какие-то возможности. Стоит продолжать это дело или нет? Будет ли это дело или тема, или работа служить вашему прогрессу или нет? Словно пока не попробуем, так и не поймем, надо или не надо что-то продолжать. Примите вот это к сведению. И сами, знаете, тут будет именно что-то такое на этой неделе, от чего вам не нужно отказаться.
И вот эту, ну, какие-то глубокие размышления вам, чтобы не помешали. Через практику к вам приходит понимание по какому-то вопросу. Поэтому пробуйте, мои дорогие. Вы, может быть, даже банально какая-то поездка, которую вам внезапно предложат. И тогда карта будет говорить, обязательно отправляйся. Кто знает, может быть, именно отправляясь куда-то, вы услышите какую-то важную информацию или встретитесь с каким-то важным человеком. Словом, чем-то это будет вам полезно. Личная жизнь, любовь. И это карта дружбы, это карта искренних отношений. Это карта, когда люди понимают друг друга без слов. Это не карта страсти, карта холодная. Но это дружба, на которую мы можем опереться. Наверное, это то благополучие и любовь, которая на долгий период жизни. Поэтому для тех, кто в партнерских отношениях, тут какая-то очень интересная история. Может быть, не все еще прояснено, мои дорогие, но тогда с учетом значения крест и вот этого знака кадуцей, который и расположен в правом верхнем углу. Это, кстати, жезл Гермеса или посох Меркурия. Это свидетельство о том, что какие-то взаимоотношения благословлены и должны быть продолжены. Поэтому не забегайте вперед. Этот момент явно присутствует на этой неделе. Но и не говорите «нет, это никогда не будет». Просто позвольте судьбе перед вами раскрыть всю палитру возможностей, а вы идите по ситуации, как советует двойка пентаклей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые водолеи, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.